Когда говорят, что всего один лист способен снижать сахар в крови, улучшать холестерин и уменьшать жир на животе, это звучит как преувеличение. Первая реакция – недоверие. Но именно так часто начинаются открытия, которые позже признает наука. Кажется невозможным, что простая специя может влиять на обмен веществ. Однако речь идет не о магии и не о мифах, а о биохимических процессах, подтвержденных исследованиями. И сейчас вы поймете, почему скепсис здесь неуместен. Многие ищут безопасный и доступный способ поддерживать здоровье без побочных эффектов и дорогих средств. Особенно после 40, когда тело меняется, энергия падает, вес растет, а показатели анализов вызывают тревогу. Жир начинает накапливаться там, где его раньше не было. Сон ухудшается, а восстановление занимает больше времени. Все это признаки метаболических сбоев. Но что, если простое решение давно лежит у вас дома, среди обычных специй? Речь идет о лавровом листе. Не о добавке к супу, а о растении с богатым составом биоактивных веществ. Его потенциал выходит далеко за рамки вкуса и аромата. Он способен мягко влиять на ключевые системы организма. Лавр содержит соединения, которые участвуют в регуляции обмена сахара, жиров и воспалительных реакций. Эти процессы особенно важны с возрастом, когда чувствительность клеток к инсулину начинает снижаться. Активные вещества лаврового листа помогают клеткам эффективнее использовать глюкозу. В результате уровень сахара в крови становится более стабильным, снижается риск резких скачков и уменьшается вероятность его превращения в жировые запасы. Параллельно лавр влияет на липидный профиль. Наблюдения показывают, что регулярное употребление настоя может способствовать снижению плохого холестерина, который связан с повреждением сосудов и развитием атеросклероза. При этом уровень хорошего холестерина остается стабильным или слегка повышается. Такое соотношение благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, особенно у людей старше 50 лет. Отдельного внимания заслуживает влияние на жир в области живота. Речь идет о висцеральном жире, самым опасным, поскольку он окружает органы и поддерживает хроническое воспаление внутри тела. Лавровый лист не сжигает жир напрямую, его действие тоньше. Он снижает воспалительную нагрузку и улучшает работу печени, поджелудочной железы и кишечника, создавая условия для более здорового метаболизма. Когда организм выходит из состояния постоянного воспаления, он перестает запасать энергию в виде жира и начинает использовать ее по назначению. Это ключевой момент, который многие недооценивают. Чем больше висцерального жира, тем хуже сон, выше тревожность и сильнее тяга к сладкому. Эти симптомы образуют замкнутый круг, который трудно разорвать без вмешательства в обменные процессы. Начать можно с простого ритуала. 3-4 сухих лавровых листа заливают стаканом горячей воды и настаивают около 10 минут. Напиток принимают утром натощак. Через 1-2 недели многие отмечают уменьшение вздутия, более легкое пробуждение, снижение тяги к сладкому и улучшение пищеварения. Эти изменения объясняются физиологией, а не эффектом внушения. Дополнительное преимущество лавра – противовоспалительное действие. Он способен снижать активность веществ, связанных с инсулинорезистентностью, хронической усталостью и метаболическими нарушениями. У людей с преддиабетом или постоянным чувством истощения уменьшение воспаления часто сопровождается улучшением общего самочувствия и повышением устойчивости к стрессу. Эфирные масла лаврового листа также действуют успокаивающе. Они помогают расслабить нервную систему, снизить тревожность и улучшить засыпание, что особенно важно при скачках сахара и давления. Лавр используют в традиционной медицине Индии и Средиземноморья более 2000 лет. Современные исследования лишь подтверждают то, что раньше объясняли опытом и наблюдениями. Важно помнить о мере. Настой не заменяет лечение и не требует больших доз.
1 стакан утром и, при желании, вечером – разумный подход. Осознанность и регулярность здесь важнее всего. Регулярность – ключевой фактор. Лавровый настой работает не как разовый стимул, а как мягкий регулятор. Его эффект накапливается постепенно, помогая телу перестраивать обмен веществ без резких вмешательств. Важно понимать, организм любит стабильность. Когда полезные сигналы поступают ежедневно, он начинает адаптироваться, улучшает чувствительность к инсулину и снижает потребность в аварийных энергетических запасах. Именно поэтому многие замечают изменения не в первый день, а через неделю или 2. Это время нужно телу, чтобы выйти из режима выживания и перейти в режим восстановления. Особенно заметен эффект у тех, кто долго жил в состоянии хронического стресса. Повышенный кортизол напрямую связан с ростом сахара и жира на животе, а лавр помогает сгладить эту реакцию. Когда нервная система успокаивается, обмен веществ начинает работать более слаженно. Сон становится глубже, утреннее пробуждение легче, а дневная усталость перестает быть постоянным фоном. Многие недооценивают роль сна в регуляции веса и сахара, но именно во сне организм восстанавливает гормональный баланс, и лавровый настой может мягко поддержать этот процесс. Важно и то, что лавр не перегружает печень. В отличие от агрессивных добавок, он действует щадяще, не вызывая резких скачков или привыкания. Поэтому его часто рассматривают как элемент утреннего или вечернего ритуала. Не как лекарство, а как привычку заботы о себе и своем теле. Когда человек начинает день осознанно, даже с простого настоящего, это меняет отношение к здоровью в целом. Появляется внимание к сигналам тела и желание поддерживать их. Со временем такие мелочи складываются в систему. Улучшается питание, появляется больше движения, снижается тяга к быстрым углеводам. Все это усиливает эффект. Лавровый лист в этом случае становится не решением всех проблем, а точкой входа. Он помогает запустить цепную реакцию полезных изменений. Интересно, что многие отмечают снижение вздутия и дискомфорта в кишечнике. Это связано с влиянием лавра на микрофлору и пищеварительные ферменты. Когда пищеварение работает лучше, организм эффективнее усваивает питательные вещества и меньше откладывает про запас. Это еще один важный элемент метаболического баланса. При этом не требуется строгих диет или радикальных ограничений. Напротив, тело начинает само регулировать аппетит, подсказывая, когда и сколько ему нужно. Так формируется ощущение легкости, о котором часто говорят люди после нескольких недель практики. Это не потеря сил, а наоборот, освобождение от лишней нагрузки. Однако лавровый лист не универсальный ответ для всех. Индивидуальные реакции возможны, поэтому важно наблюдать за самочувствием и не игнорировать сигналы организма. Если есть хронические заболевания или вы принимаете препараты, разумно обсудить такую привычку со специалистом. Осознанный подход всегда эффективнее спонтанного. Настоящая сила натуральных средств раскрывается именно в сочетании с пониманием и умеренностью. Не больше, а правильно и вовремя. В этом и заключается главный принцип – не бороться с телом, а помогать ему вернуться к балансу, который заложен природой. Иногда путь к улучшению начинается не с сложных схем, а с одного простого действия, повторяемого каждый день. Если вы досмотрели до этого момента, значит, тема действительно откликнулась. Задайте себе простой вопрос. Готовы ли вы попробовать маленькое действие, которое может запустить большие изменения? Начните с завтрашнего утра. 1 лист, 1 стакан, 1 новый ритуал заботы о себе. Если вам близок такой осознанный и научно обоснованный подход к здоровью, поддержите видео лайком.
Это помогает продвигать подобный контент и доносить его до тех, кому он действительно нужен. Подпишитесь на канал, если хотите и дальше узнавать о простых, доступных и работающих способах поддерживать организм без крайностей и мифов. И обязательно напишите в комментариях, вы уже пробовали лавровый настой или только планируете? Какие изменения заметили или чего ожидаете? Ваш опыт может стать отправной точкой для кого-то еще. Берегите себя и до встречи в следующих видео.